Добрый день. Меня зовут Евгений, и я давно интересуюсь различными формами немоногамных отношений. Я читаю на эту тему книги, форумы, участвую в обсуждениях, рефлексирую и, в принципе, посвящаю этой теме довольно много времени. И я хотел бы рассказать об одной из форм таких отношений, о полиамории. Это видео рассчитано не столько для тех, кто уже состоит в полиаморных отношениях или кто рассматривает такой вариант отношений для себя, сколько для тех, у кого есть полиаморные друзья, родственники, коллеги, и кто хотел бы лучше понять их выбор. Мы привыкли думать об отношениях по одной схеме. Люди знакомятся, начинают встречаться, жить вместе, женятся, заводят детей и дальше, пока смерть не разлучит вас. Ну, понятное дело, что детали могут быть разными, но одна вещь всегда казалась неизменной. Отношения должны быть моногамными. Любые чувства, секс, отношения с кем-то еще – это обман, нарушение договоренностей или даже предательство. Но между тем, эта схема работает не для всех. И, может быть, у вас были знакомые родственники, которые изменяли партнеру, или сменили много браков, или даже жили на две семьи. И, может быть, вы задумывались, а могла бы быть для них какая-нибудь форма отношений, которая бы им подходила, но при этом не требовала обманов и болезненных расставаний. И на самом деле такие формы есть. И примеры можно найти и в истории, и в жизни, и в литературе. И сейчас такие формы отношений называются этичной немоногамией. Ну, есть много разных вариантов с разными договоренностями и правилами, но я, как уже сказал, хочу рассказать именно о полиамории. Почему? Потому что большинство форм этичной моногамии, они в первую очередь про секс, и этика в них в отсутствии обмана и заботе о чувствах основного партнера. Все остальные отношения считаются менее важными, не предполагают глубоких чувств, а иногда чувства и в явном виде запрещены. Полиамория же фокусируется на любви и построении отношений с несколькими людьми одновременно. И поэтому она оказывается гораздо более заметной. Да? Потому что всегда можно сказать, никого не касается то, что происходит у меня в спальне. Но если речь идет о совместном времяпрепровождении, да, сходить в кино с одним партнером, с другим, со всеми вместе, или даже о проживании, то прятаться гораздо сложнее и, в общем-то, не хочется. Поэтому для полиамории гораздо более важна нормализация и принятие в обществе. Как устроены полиаморные отношения? Ну, наверное, сколько полиаморов, столько и вариантов, но вот несколько наиболее распространенных моделей. Первая из них – поливерность. То есть отношения между несколькими людьми, которые не предполагают секс или отношений за пределами группы. Эти люди могут жить вместе, могут жить по отдельности. Наверное, такой наиболее привычный вариант для моногамного мира. И медиа очень любят показывать семьи с одним мужчиной и двумя женщинами, но, наверное, этот вариант не самый распространенный даже для поливерности, не говоря уж о полиамории вообще. Другой вариант – соло-полиамория, то есть когда человек живет один и встречается с несколькими партнерами, не имея кого-то одного выделенного. Эти отношения могут быть глубокими, могут быть длительными, просто они не предполагают совместного проживания. Ну и, наконец, можно представить себе просто множественные отношения, скажем, пару, у каждого из них есть партнеры, у тех еще партнеры, ну и так далее. И эти модели могут совмещаться, внутри модели тоже отношения могут быть разными, они могут быть романтическими или аромантическими, они могут быть сексуальными или асексуальными, они могут быть на расстоянии или по переписке, и в результате вариантов получается бесконечное количество. Если говорить о ценностях, на которых базируется полиамория, то я бы выделил следующее. Это этичность, это равенство, это коммуникация, то есть умение проговаривать важные аспекты отношений и ситуаций. Это рефлексия, то есть понимание собственных эмоций, желаний и границ. Книги и форумы о полиамории наполнены обсуждениями, советами о том, как договориться о формате отношений, о том, как решать конфликты, как справляться с трудными эмоциями, ну, с той же ревностью. Какие могут возникнуть этические проблемы и как решить их честно по отношению ко всем участникам. Даже есть такая шутка, что в отличие от, скажем, свингеров, полиаморы не занимаются сексом, а только разговаривают. Но это, пожалуй, преувеличение. Когда люди впервые слышат о полиамории, еще не очень представляя различия от этичной немоногамии, то они представляют себе что-то такое исключительно про секс, про оргии.
И, ну, конечно, это не совсем верное представление, потому что если кому-то интересны исключительно секс и оргии, то для них есть много других вариантов этичной моногамии, которые проще, не требуют такого количества работы, рефлексии, которые проще спрятать и так далее. Полиамория – это все-таки про построение отношений. А уж что происходит в постели у полиаморов, может быть очень разным. Да? Кто-то может действительно встречаться со всеми партнерами сразу. Кто-то, наоборот, исключительно встречается с партнерами по одному. Кто-то асексуален. Кто-то совмещает полиаморию с разовыми встречами. Тоже вполне возможно. И на самом деле это не касается никого, кроме участников. Один вопрос, который часто волнует близких полиаморов. Нет ли тут принуждения? Насколько это все этично? И действительно, легко себе представить ситуацию, когда немоногамные отношения предлагаются одним партнером в ультимативной форме, а второй вынужден соглашается, хотя это совсем не то, что ему или ей подходит. И, наверное, нет способа как-то гарантированного этого избежать, но все-таки такие отношения никто этичным не назовет. И все-таки в большинстве полиаморных отношений люди выбирают ту форму, которая подходит всем участникам и делает счастливым всех участников. И вообще, можно ли быть счастливыми в таких отношениях? Я очень часто слышу, что такие отношения не работают, неизбежно разваливаются. И это, конечно, ерунда. Я знаю много людей, которые годами и десятилетиями живут в полиаморных или этично моногамных отношениях и вполне счастливы, и эти отношения устраивают их партнеров. Что касается исследований на эту тему, пока их не очень много, но те, которые есть, тоже показывают, что люди, находящиеся в этично моногамных отношениях, не менее счастливы, чем люди, находящиеся в моногамных. Мне кажется, самое важное здесь, что люди понимают, зачем они сделали такой выбор. И очень часто полиаморы рассказывают, что они, в общем, с самого детства ощущали, что моногамия не совсем для них. Да, кто-то рассказывает историю о том, как слушал сказку в детстве про принцессу, которой нужно было выбрать одного из двух принцев, и удивлялся, а в чем здесь, собственно, проблема? Почему нельзя выбрать обоих? Если вы будете говорить о полиамории с полиаморными друзьями, родственниками, то, я думаю, вы можете спросить их, почему им лучше подходит такая форма отношений, и, возможно, они будут рады рассказать. Еще один довольно распространенный и вполне естественный вопрос – как быть с ревностью? Ну да, есть люди, которые в принципе не ревнивы, но даже для тех, кто подвержен этому чувству, а таких все-таки большинство, есть возможность что-то с этим чувством сделать. Потому что очень часто за ревностью стоит что-то еще. Это может быть нехватка внимания, это может быть страх потери, это может быть идеализация метамора, то есть партнер своего партнера. И во всех этих ситуациях есть способы справиться с причиной и, соответственно, с ревностью тоже. Таким образом, ревность превращается из неизбежного препятствия для полиамории в просто сигнал о том, что что-то не в порядке. И, кстати, чем больше доверия в отношениях, тем проще справиться с ревностью. Ну, наверное, да. Наверное, для тех людей, которые очень ревнивы, полиамория не самый хороший вариант отношений. Но таких людей все-таки меньшинство. Другой вопрос, тоже неизбежно возникающий, когда обсуждаются любые нестандартные отношения. Как же дети? Да, ну, например, что будет, если дети узнают о полиаморных отношениях своих родителей? И на самом деле, ну, ничего не будет, потому что все-таки полиамория это не про секс. Да, точно так же, как не про секс, допустим, традиционный брак. Да, мы не прячем от детей обручальные кольца. Что же касается ситуации, когда полиаморная семья живет все вместе, то тоже ничего страшного, потому что детям важно не столько количество и состав взрослых, сколько стабильность. И полиамория это как раз про построение стабильных отношений. Даже есть такая поговорка о том, что чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. А кто взрослый в этой деревне? Бабушки, дедушки, дяди, тети, друзья, ну или возлюбленные родителей, не так важно. Ну и, наконец, тоже важный вопрос. Значит ли это, что моногамия уже устарела? Ну, конечно, нет. Полиамория, в принципе, с уважением относится к моногамным отношениям, когда это осознанный выбор. И действительно, далеко не всем нужно иметь несколько партнеров, и для многих эта потребность не стоит тех усилий, которые требуются на поддержание таких отношений.
Просто хотелось бы, чтобы полиамория не воспринималась как что-то странное и неправильное, и чтобы, начиная отношения, люди знали, что у них есть возможность выбрать тот формат, который подходит им и их партнеру. Спасибо.